В данном виде представлены некоторые основные операции, связанные с интегрированием и дифференцированием векторов. А что такое дифференцирование вектора? В общем случае можно сказать, что векторы могут быть функциями как скалярных, так и векторных величин. Но вот в простейшем случае, если зависимость вектора от скалярной какой-то величины обозначить от t, то говорят, что задана вектор-функция от скалярного аргумента. Изменение вектора функции скалярного аргумента графически изображается годографом вектора. Это кривая, описывающая конец вектора при изменении t. Это производная по скалярному аргументу называется и определяется как стандартный предел в математическом анализе. Ну вот конкретно как понять вот то понятие вот этого годографа. Допустим, у нас речь идет о движении частицы, брошенной с некоторой скоростью v нулевое параллельной оси x с высоты h под действием свободного падения, ускорения свободного падения, частица движется по некоторой траектории. Тогда в каждой точке этой траектории по определению, конечно, вектор скорости направлен по касательной к этой линии, исходя из общего выражения. И вот если все эти векторы v0, v1, v2 собрать, отнести к начальной точке, то концы этого вектора всегда будут лежать вот на этой линии, которая и называется годографом. Это по отношению к этой конкретной задаче, конечно. Так? И в этом смысле годограф это есть производная вот от вектора А по времени, которая совпадает, конечно, вот с этим вот ускорением. В данном случае, конкретно в этом примере. Здесь, естественно, вот эти вот единичные векторы, это векторы Декартовой системы координат и ЖК, которые в алгебраическом виде удобно обозначить через 1, 2, 3. Но так как производная от вектора тоже есть вектор, зависящий от параметра, то можно рассматривать ее производные уже, соответственно, по тому же параметру. Если эта производная существует, она обозначается стандартным значком второй производной. Аналогично производные старших порядков, конечно, могут быть получены таким же путем. Теперь вот правило дифференцирования вот этих функций следует из определения производной в простейших случаях, как и в случае скалярных функций, удовлетворяет стандартным общим соотношением, что при вычислении производной нужно вычислять производную, относящуюся ко всем слагаемым, стоящим под знаком производной, и если есть произведение объектов под знаком производной, то надо последовательно вычислять производные от каждого из сомножителей. Например, для скалярного произведения векторов это будет выглядеть как производная от первого вектора, второй без изменения. Дальше первый вектор без изменения умножить на производную от второго вектора. Полностью аналогичное правило, конечно, и для векторного произведения векторов существует. Если вектор зависит более чем от того скалярного параметра, например, зависит от x, y, z, то можно ввести понятие частной производной вектора по переменной x, например, по определению, обычным образом в виде вот такого предела, когда дельта x стремится к нулю. Ну, можно, учитывая, что компоненты вектора, производные от компонент вектора по соответствующим там этой переменной x могут быть вычислены для вектора, в алгебраическом виде это будет записано через вот вектор, который будет построен через производный от компонент вектора по этой переменной на единичные векторы. Ну, соответственно, по другим переменным y или z это, конечно, аналогичное выражение. Вводится понятие дифференциал вектора. Если в Декартовой системе координат вот вектор задан, то дифференциал вектора это есть вектор, который складывается из дифференциалов компонент со своими единичными векторами, ИЖК Декартовой системы координат. Значит, если вектор зависит, для примера, от 3 параметров, то дифференциал, конечно, определяется вот этим общим выражением, как тут представлено. Очень важный элемент, который определен в векторном анализе, это функция градиент скаляра.
градиент скалярной функции, ну, во-первых, это величина, которая формирует вектор из скаляра. Вот к этому скаляру, если применить операцию, которая называется градиент, и она определяется вот этим соотношением в декартовой системе координат, в алгебраическом виде это можно переписать таким же, конечно, образом, то этот градиент есть вот такая сумма частных производных. Соответственно, из матанализа мы знаем, что дифференциал или превращение функции, которое зависит от некоторых набор переменных x, y, z, это определяется вот такой суммой частных производных на дифференциалы dx, dy и dz. Превращение, в свою очередь, радиуса вектора можно записать как превращение по координатам x, y и z. И тогда, вот, объединяя вот это вот с этим, можно увидеть, что градиент, значит, скалярной функции, дифференциал, превращение, вернее, это есть градиент скалярной функции умножить на превращение радиуса вектора. На превращение радиуса вектора. Это вот позволяет дальше в некотором смысле зафиксировать характеристику, что означает вот эта вот операция градиента. Ну, можно рассмотреть такие два случая. Первый случай, когда у нас поверхность, например, такова, что в каждой точке поверхности ее значение функции равняется постоянной. В этом случае, если две точки лежат на поверхности, да, то при перемещении, естественно, вот это дельта φ равно dφ равно нулю, и то есть скалярное произведение градиент φ на dr 0. Другими словами, это означает, что градиент перпендикулярен поверхности, значит, на которой значение функции постоянно, в любой ее точке. Другой случай, когда если превращение направлено от одной поверхности, ну, со значением, скажем, c1, к соседней поверхности c2, ну, тогда превращение, конечно, функции это c2 минус c1, но по определению мы, значит, можем написать, что это скалярное произведение градиента φ на dr, и для данного dφ, для данного превращения функции, вот это превращение dr минимально, если dr параллельно dφ, градиенту dφ параллельно. То есть смысл такой, что градиент φ есть вектор, указывающий направление максимальной скорости изменения φ, изменения функции. Ну, еще одно такое специальное правило дифференцирования, но уже вектора, это дивергенция вектора. Но вот дивергенция любого вектора определяется как сумма частных производных компонент вектора. Это вот определение. Ну, в виде алгебраического выражения это, конечно, можно переписать вот таким вот образом. В свою очередь, ротор вектора – это есть вектор, который проще всего представить в виде матрицы размерности 3 на 3, где и 1, и 2, и 3 – это ИЖК, единичные векторы, d по dx1, d по dx2 и d по dx3 – частные производные, а b1, b2, b3 – это проекции вот этого вектора на ось 1, 2, 3. Ну, то есть на ось x, y, z, если вот эти векторы написать через i, j и k. Ну, кстати, в латинской нотации это обозначается вектора b, в общем, викрь, там завиток, это уже не важно, но обозначение вот такое. Если ввести оператор, значит, по определению, который по определению, вот поэтому этот оператор называется оператор Набла, то квадрат этого оператора это есть сумма вторых частных производных по компонентам x, y и z. В результате, вот с учетом вот этого определения оператора Набла, градиент φ можно записать как действие оператора Набла на φ, дивергенцию вектора можно записать как скалярное произведение Набла на φ, вот оно, Набла на вектор, на компоненты вектора, так? Ну, а ротор вектора это можно переписать как векторное произведение оператора Набла на вектор b. Следующая операция больше
других операций дифференцирования не вводится, вот кроме градиента скалярной функции и, значит, дивергенции ротора. Следующая операция – это интегрирование векторов. В декартовой системе координат, у которой вот эти вот единичные векторы не меняются от точки к точке в пространстве, конечно, можно интеграл по параметру представить как сумма интегралов компонент вектора, как сумма обычных интегралов скалярных величин от компонента вектора. А вот кроме того вводится понятие контурный интеграл. Ну, определение его как вектор произвольно скалярно умножить на dr, на превращение r, и его формальное определение этого контурного интеграла. Это есть вот такой интеграл вдоль некоторой линии от такого подинтегрального выражения. Правила, конечно, вычисления тут требуют специального обсуждения, рассмотрения. Но сейчас я говорю только просто про определение. Так вот, если этот вот контур замкнутый, этот интеграл обозначается вот так вот с кружочком здесь, так, и то же самое все здесь остается как некоторое общее понятие, относящееся к понятию циркуляции вектора вдоль замкнутого контура. Из определения вот этого контурного интеграла вытекает, что если интегрируемый вектор можно представить в виде градиента скалярной функции, то контурный интеграл не зависит от формы контура и определяется только положением начальной и конечной точек контура. Ну, это вот следует просто из этих общих соотношений. Соответственно, для замкнутого контура циркуляция такого вектора, конечно, равна нулю. Вот более сложное может быть понятие – это интеграл по поверхности. Но формально, значит, интеграл по поверхности означает, что нам нужно сосчитать интеграл вот при заданной, например, какой-то там поверхности, пусть даже не замкнутой, то вот в каждой точке этой поверхности имеется в виду задан вектор этот А, и если мы вот сумеем сосчитать скалярное произведение этого вектора А на вот такой вот бесконечно мерный элемент поверхности, который определяется как элемент поверхности умножить на единичный вектор нормали, то тогда это определение вот означает характеристику, которая называется потоком вектора через эту поверхность. Через вот эту поверхность. Ну, в декартовой системе координат это то же самое можно переписать вот таким вот образом. И здесь вот уже, обратите внимание, ну, можно и не рисовать вот этот второй интеграл, просто подчеркиваю, что интеграл вычисляется по какой-то там фиксированной поверхности. Но вычисление вот этого поверхностного интеграла по поверхности, вот этого интеграла, вообще говоря, представляет из себя предел вот такого случая, скалярное произведение вот этого вектора в какой-то точке умножить на единичный вектор нормали, умножить на элемент поверхности, вот этот вот ds. И то есть, если вот эту поверхностью разбить на бесконечно малые элементы поверхности и в каждой точке все вот это сосчитать, вычислить этот предел, то будет вот это вот то, что называется вот этим интегралом по поверхности. Для вычисления этого интеграла по поверхности удобнее пользоваться, значит, проекцией этой поверхности на какую-то плоскость. Вот в данной картинке у нас имеется в виду следующее, что есть вот поверхность, вот это вот, и вычисление вот этого интеграла по этой поверхности определяется как интеграл по области, которая является проекцией этой поверхности на некоторую плоскость. В данном случае это плоскость xy. Конечно, это может быть плоскость какой угодно, так? Хоть там xz там, или yz. Ну, в данном конкретном примере это плоскость y. Конечно, если речь идет о замкнутой поверхности, то тогда имеется в виду, что надо вот всю поверхность разбить на две части замкнутой поверхности и сосчитать на одной поверхности и на другой проекции этих вот поверхностей
на вычисление поверхностного интеграла в данном случае. Кроме того, есть, конечно, интегралы по поверхности от скалярной функции, которые элементарно определяются таким вот образом, и то же самое еще вот интеграл по поверхности от векторного произведения, произвольного вектора на ds. Но здесь надо уже то же самое использовать Декартову систему координат. Ну, правда, придется применять вот этот вот символ Левича-Вита для того, чтобы все переписать в таком алгебраическом виде. В качестве примера давайте, просто так как это не очень, может быть, сразу на поверхности лежит, вот вычисление этой поверхностного интеграла. Допустим, нужно вычислить вот такой вот поверхностный интеграл, где поверхность – это сфера вот, фиксированного радиуса над плоскостью xy. Вот, ну, в данном случае половина, верхняя часть этой сферы. И вот надо вычислить этот интеграл, если, для примера, вот у нас этот интеграл А постоянный. Ну, то есть в любой точке, в том числе в любой точке поверхности, этот вектор одно и то же. Значит, как вычислять? Сначала мы можем установить вот это направление нормали. Как его? Вспоминаем, что градиент скалярной функции – это вектор ортогональный этой поверхности. Вот у нас поверхность сферическая, значит, у нее в каждой точке с произвольных x, y, z это одно и то же значение, поэтому градиент, естественно, этого выражения имеет такой вот общий вид, так, в виде такого вектора, а сам вот этот единичный вектор, это есть, конечно, ну, вот этот вектор, деленный на модуль этого вектора. Вот он, модуль этого вектора. Ну, тут двойка вынесется, поэтому тут останется x, y и z, деленное на r, имеется в виду, это радиус сферы. Вот это в данном случае полусферы. С другой стороны, если у нас вот этот вектор направлен по оси y, то есть совпадает с единичным вектором в направлении оси g вектора, то понятно, что вот скалярное произведение вот этого единичного вектора на вектор направления g, это есть только вот y на r. Ну, по этой причине скалярная поверхностный интеграл, который нам нужно определить, будет иметь вот такой вид, где вот это а, это модуль этого вектора тут обозначен, так? Значит, и, соответственно, dx, dy, s, деленное на модуль вот этого скалярного произведения, вот этого n на единичный вектор g. Ну, если это все скалярное произведение n на g, у нас есть y на r, вот она, y на r, ну, останется тогда, значит, сама функция, которую мы должны проинтегрировать, АY, деленная на r, так, вот, АY, деленная на r, и вот тут пределы интегрирования. Нам нужно проинтегрировать вот по этой проекции, вот, заштрихованной, да, по этой проекции. Поэтому это такой вот двухкратный интеграл, после вычисления которого все можно получить окончательный ответ. Ну, следующий вопрос – это как интегрируется по объему. Ну, тут нету никаких принципиальных изменений. Точно так же, значит, нужно взять компоненты вектора и проинтегрировать в Декартовой системе координат по объему ту скалярную функцию, которая определяется уже вот проекцией этого вектора. В качестве примера, например, вычислить интеграл от радиуса вектора, если вот этот радиус вектор задан в кубе, вот этот кубе с расстоянием, ну, ребро куба а. Ну, тогда у нас этот вот интеграл, понятно, интегрируется просто вот эти вот компоненты x, y и z, так? Ну, каждая из этих компонентов интегрируется трехкратно по x, y и по z, поэтому, вычисляя этот интеграл, ответ будет вот такой, понятно, тривиальный. Значит, следующая принципиальная теорема, которая используется в векторном анализе, это теорема Остроженского-Гаусса. Формальная ее запись, ну, в том виде, как она чаще всего применяется в векторном анализе, в электродинамике, вот, то она имеет вот такой вот вид, что дивергенция от вектора проинтегрирована по произвольному объему, имеется в виду, что внутри объема V есть вектор, в каждой точке пространства есть вот этот вот вектор задан. Он там может меняться, естественно, это функции от этих координат.
Так вот этот интеграл по объему, это есть интеграл по поверхности от этого вектора, которая ограничивает этот объем v. Вот эта поверхность S ограничивает этот объем v. Но при этом здесь имеется в виду, что b это вектор, который, естественно, мы определяем в каждой точке этой поверхности при вычислении этого поверхностного интеграла. Так, ds вектор это, соответственно, вот этот вот ds умножить на единичный вектор нормали, как обычно, так. Вот. И, значит, главное здесь вот выполнение этого соотношения, если его писать в таком математическом виде, чаще всего все-таки пишется как сумма частных производных, это дивергенция, так, и этот интеграл по поверхности можно переписать и следующим образом. Очень часто это же переписывается в матанализе вот в виде такого интеграла по поверхности, где nx, ny и z уже определены, и часто, кроме того, можно ввести косинус альфа, косинус бета, косинус гамма для направления вот этих вот векторов в точке, где проходит интегрирование элемента. А вот эта вот связь этих элементов поверхности для бесконечно малого элемента поверхности вот тут приведена, понятно, почему это взялось, вот это, что это есть там bx на dy на dz и так далее. Принципиально важно здесь следующее, что если мы вот этот интеграл рассмотрим по теореме о среднем для малого значения вот этого v, то понятно, что эта дивергенция вектора, произвольного вектора, может быть представлена как предел при v стремящемся к нулю вот такого вот интеграла по поверхности от вектора произвольного на этой поверхности, который ограничивает вот этот объем v. Ну, в силу того, что у нас вот это b в этих соотношениях, его можно как бы реально просто опустить, мы можем сказать, что с учетом того, что дивергенция это же есть набла на вектор b, да, поэтому можно записать формальное определение оператора набла, которое не зависит от системы координат, не зависит от выбора системы координат. И вот его определение имеет вид вот такой вот, в конце концов, так. И в дальнейшем, когда буду вам демонстрировать того, как выглядят дифференциальные операции в криволинейных системах координат, это вот свойство будет использовано для того, чтобы восстановить явный вид операторов дифференцирования в любой криволинейной системе координат. Ну и последняя теорема, которую нужно, так сказать, иметь в виду, это теорема Стокса. Тоже теорема означает следующее, что вот ротор произвольного вектора, проинтегрированный по поверхности, имеется в виду, что вот в каждой точке тут задан этот вектор b, и если мы вот этот поверхностный интеграл будем вычислять от ротора, имеется в виду этого вектора, не только от самого вектора, а от ротора вектора b, то это же значение равняется контурному интегралу, вычисленному по контуру, который является границей для этой поверхности. Поэтому в этом смысле эти вот теоремы принципиально важное значение имеют. Ну и вот эти вот элементарные соотношения нужно иметь в виду, что их бы хорошо знать для того, чтобы, ну и помнить, для того, чтобы реально, вообще говоря, функционировать и работать в рамках электродинамики. Сейчас тут конкретно эти вычисления никакой роли не играют, как там роторы для каких-то конкретных примеров. Все это на самом деле становится ясным, когда вы решаете конкретную электродинамическую задачу.